Самый большой минус жизни на яхте. Наверное, расстояние. Расстояние и по Марине, и расстояние до города. Достаточно сложно добираться. Других минусов не вижу. Сколько ты платишь в месяц, и это дешевле квартиры? Я плачу в месяц 500 евро. У меня длительный контракт. Так, примерно люди сейчас платят 580-600 евро в месяц. Это до мая. Соответственно, май, июнь, июль, август цены улетают, как и везде, и 1500-2000 в месяц. Ты не боялась жить здесь одна? Я боялась жить одна в городе. Вот как раз здесь нет. Здесь круглосуточная охрана, очень-очень много камер. Все, допустим, оставляют свои вещи, велосипеды, патинеты. По поводу безопасности здесь все очень хорошо. Это вообще стоит того или нет? Да, стоит. Это намного лучше и интереснее, чем квартира. У нас здесь свое комьюнити. Самое странное, что здесь происходило? Самое странное, наверное, когда я увидела местную лавандерию. Это было самое странное, что здесь происходило. Просто библиотека со стиральными машинками. Я познакомилась с Кириллом, с владельцем яхты. Познакомилась я с ним еще год назад, наверное, и выяснила, что он сдает в аренду яхты. А я обожаю море, я обожаю лодки, поэтому я согласилась сразу же пожить. Сейчас уже 4-й месяц пошел. Спать удобно по высоте потолка ты видишь, я как бы 1,75 м, да, и вполне здесь вмещаюсь. Ну, такая стандартная спальня. Всегда можно еще большой телек включить. Я стираю в Марине, идти очень далеко, и постоянно с собой приходится носить вещи. Ну, это вот, наверное, это один из огромных минусов. Здесь не укачивает. Ну, вот тебя сейчас укачивает. Ну, вот, то есть это максимальное, наверное, то, что есть, да. Ну, здесь еще одна комната находится. Рассчитана она как детская комната, но я в данный момент использую ее как гардеробную. Там еще вторая ванная. Но мы туда сегодня заходить не будем. Ну, здесь 2 света. Окей. То есть, получается, место, в принципе, да. Тут хорошо кому-то, кто 1,60 м, наверное. Ну, здесь уже, да, здесь уже немножко Ага. мне тесновато становится. Ты здесь обычно зубы чистишь, да? Туалет. Пользуешься туалетом? Да, да. Привет, меня зовут Оксана, мне 35 лет. Обожаю путешествовать с детства. У меня дедушка, кстати, не дедушка, прадедушка у меня строил подводные лодки, поэтому любовь к морю у меня в крови. Яхтингом начала заниматься с 20, уже профессионально участвовала в регатах. Здесь, в Испании, пока еще опыта не было, но обошла Карибы, Грецию, Турцию. Нравится море, нравится эта жизнь. На 63-го или 64-го года камер хранения, но здесь вещи Кирилла лежат. С Марины подключается напрямую, идет кабель, свет здесь получается безлимитный, платишь только за стоянку за Марину. Он же подключается. И пользуешься свет, вода, горячая вода в безлимите. Если в море генераторы, генератор и, соответственно, бак для воды большой, если нужно использовать воду. Это обогреватель. Зимой было немного влажно, но у меня как бы вот получается полноценная батарея, плюс еще там маленький отопитель в спальне, который можно переносить, допустим, если нужно просушить вещи, поэтому нет, здесь теплее, чем в любой квартире. Здесь используется яхтенная доска, везде камень и, соответственно, вот эти вот обивки, которые тоже влагу не удерживают и не пропускают. Она в ширину получается 5 метров, в длину она 37. В футах, наверное, да, 37. Здесь что у нас есть? Здесь это плита получается. Все это открывается, закрывается. Плита электрическая, вот здесь плита газовая.
Но я газовой здесь не пользуюсь, потому что не хочу устанавливать газовый баллон. Газовым баллоном я пользуюсь уже снаружи, когда делаю барбекю. Чайник, кофе. Вода тоже сейчас подключен шланг напрямую, да. Тогда бак есть, в котором, да, который заполняется, он 90-литровый, большой, и с этим баком уже едешь, путешествуешь. В Испании по законодательству, то есть если брать, допустим, ту же Турцию, Грецию, вот где я ходила на яхтах, там нельзя сливать в море, то есть за это могут быть штрафы. Здесь, пока ты стоишь в марине, ты не накапливаешь бак, потому что бак нужно потом ехать, отдельно утилизировать. Пока стоишь в марине, как бы все питается марина. Когда выходишь уже в открытое море, там отдельные отсеки, которые в дальнейшем вычищаются. Здесь, мне кажется, достаточно большая рабочая поверхность. 2 раковины, опять же, что удобно. Ну, душ я показала. Есть вот маленький душ, если нужно, допустим, вечером быстро сполоснуться. Я стараюсь им не пользоваться, потому что он создает все равно некую сырость. Мне не нравится это. Потом просушивать это все, это опять же я ставлю туда отопить или просушиваю, продуваю. В нем сейчас пока холодно. Вот, то есть он держит, но вообще, да, он подключается тоже просто к розетке и может работать. Здесь очень много рыбачеств. У нас есть, вот если видишь вот эту пристань большую, которая идет, внизу сделана специальная зона для рыбалки. Но многие рыбачат, просто сидят с пирса. Ну, как бы не с лодки нельзя, но выходят на пирс и рыбачат. Да, рыбачат. Да, здесь много рыбы. Конечно, это отличается от обычной квартиры, но я скажу так, даже если брать те квартиры-студии, которые сейчас есть в Валенсии, там по 28 квадратных метров и стоимостью от 1000 евро и выше, я считаю, лучше иметь яхту с 2 каютами. Я использую мобильный интернет, кабелей здесь нет. Здесь есть раздача Wi-Fi в административном корпусе в марине, белые карточки с номерами, по которым можно там заказать вкусненький обед, раздать интернет, сходить поплавать в бассейне, в спортзал. В Сосио за стоянку входит спортзал, теннисные корты, Wi-Fi в административном корпусе, потом обеды в административном корпусе, там очень крутой ресторанчик. Я работаю как агент по недвижимости, у меня достаточно свободный график. И опять же, я здесь узнавала, хочу еще, наверное, в дальнейшем расширяться не только на квартиры, дома, отели, пробовать продавать яхты, мне кажется, это классно. Если мы говорим, да, до Эль-Салер, город наук и искусств, ходят здесь 3 автобуса, 23, 24, 25. 23 отходит, может быть, ты видел прям от въезда в марину, от шлагбаумов, там стоит остановка. 24 и 25 они ночные, они ходят до Эль-Салер, останавливаются немного дальше, ну, где-то минут, наверное, 5 пешком там до них нужно будет пройти. Это удобно, но, конечно, они ходят не как автобусы в городе, там каждые 5-10 минут, а там каждые 30 минут, ночью там могут и каждый час ходить. Я жила в Мадриде, ну, объездила уже вообще всю Испанию и остановилась именно на Валенсии, потому что нравится климат, нравится, что много зелени. Опять же, я не представляю Испанию без моря, хотя я на него не часто езжу, но все равно приятно само осознание того, что ты в любой момент можешь поехать выпить кофе на море, к примеру. Испанцы, такие старые закалки, испанцы, у которых яхты уже там по 20, по 30 лет, они все дико добродушные, они пытаются всегда помочь. Допустим, у меня хороший знакомый, у которого вот здесь яхта, он когда узнал, где у меня в марине стоит яхта,
то, что это практически конец пирса. Он сказал: блин, так тебе же, ну, далеко ходить, наверное, да, там. Я говорю: ну да, там минут 15 по Марине получается. Он говорит: я тебе сейчас дам велосипед, будешь ездить по Марине. Я знаю, ну, наверное, 3 человек, которые вот живут здесь на постоянке. Здесь живет одна семейная пара, достаточно молодые люди. По-моему, Польша. И я знаю одного испанца, который тоже на постоянке живет на яхте. Остальные все приезжают, уезжают, но опять же есть люди, которые прям вот приезжают там на неделю, на 2 недели, особенно летом, то есть и не вылазят с яхты, они просто уже здесь, в своей среде. Сейчас много очень приезжают на выходные, используют как Каса дель Кампо, как такую дачу, где можно посидеть, расслабиться. Но вот именно жить нет. Да, наверное, когда я сюда заехала в феврале, было еще поменьше общения, поменьше народа. Сейчас, если посмотреть кафетерию, там на 150 посадочных мест, они просто все в резерве. Во-первых, Гвардия Сивиль, вот, работники порта, которые тоже здесь как постоянно находятся, работники этой же Марины, в которой мы. Также здесь 2 яхтенные школы, где обучаются детки, школа тенниса. То есть движение происходит постоянно, даже родители с детьми приезжают, и то есть, ну, здесь очень много народа. Нет такой сезонности, прям что вот вымерла и никого нет в Silent Hill. У меня есть права, да, но я ими не пользовалась еще в Испании, если честно, ни разу. Я сдавала в Турции, в Мармарисе. Здесь не пользовалась, но выходила несколько раз тоже с моими знакомыми, с Марины. Здесь есть очень интересная испанка, ее зовут Татьяна, у нее 2 свои яхты, и она себя называет женщина-пират. И 46. В квартирах я начала жить именно в Испании, потому что я всю жизнь жила в домах, в частных. Поэтому для меня было немножко дико, когда я стала арендовать квартиры. Они здесь в Испании маленькие, они холодные, они достаточно неудобные, без лифтов. Очень многие дома эти сдают обязательно 4-5 этаж какой-нибудь. Вот, поэтому я очень рада, что я нашла этот вариант. Не для всех он подходит, я не буду рекламировать, что это прям какой-то супер-пупер, есть свои минусы. Основные минусы — это, наверное, то, что все-таки это жилье для одного человека, либо для пары. Потому что у тебя достаточно ограниченное пространство. Ты не можешь здесь, как по квартире, там, нахаживать, да, круги. Ты проводишь либо большую часть времени наружу, здесь готовишь, отдыхаешь, там, не знаю, какие-то свои бытовые дела делаешь. Так, большую часть это все там жизнь происходит. Это кафетерии, это спортзалы. Я училась на факультете внешнеэкономической деятельности, я таможенник. Поэтому, собственно, я и много путешествовала, потому что нам давали проходить практику в разных уголках мира. 26. Ну, вот у меня мечта еще — это Новая Зеландия, это обязательно, и Норвегия. Покажу тебе свой погреб, который в данный момент пустует, потому что вода уже теплая стала. Но вообще это бар для охлаждения белого красного вина, потому что оно охлаждается за счет температуры воды. Сейчас температура воды уже становится выше, и он не так хорошо работает. А зимой это классная вещь с учетом того, что холодильник у меня очень маленький. По комфорту, мне кажется, это, я говорю, так же, как в маленькой испанской квартирке, да, тоже с низкими потолками, только
здесь нулевая слышимость, ты бы знал, как здесь классно спать ночью. А когда был Фаяс, когда вот это вот до 4 стреляли, а здесь была просто приезжаешь и полная тишина. Ко мне даже приезжали специально знакомые поспать. Хотела бы ты купить свою яхту? Я уже работаю над этим. Знакомые, наоборот, все рады, то, что они могут приезжать летом. У них будет просто море, солнце, бассейн, барбекю. Я большую часть, если я здесь дома, я нахожусь на улице, на палубе. Сейчас прекрасная погода. Ну и второе, бытовые моменты какие-то, стирка, глажка. Но, опять же, все это решаемое. Мы живем в 21 веке, прям это полноценная квартира. Мне кажется, за 5 лет жизни в Испании я не завела столько друзей испанцев и знакомых, сколько я завела здесь за эти 4 месяца, за 3 даже месяца. Потому что все равно знакомиться на улице там или знакомиться, ну я не знаю, где вот знакомятся испанцы, наверное, клубы, да, какие-нибудь. Я в клубы не хожу. Там на улице, понятно, тоже. Ну, в спортзале там можно было парой слов с кем-то. А здесь именно к тебе подсаживается, с тобой здороваются, у тебя все узнают, ты тоже там кучу историй еще наслушаешься. Ну, в общем, мне нравится. Вот это у меня огромная практика языка, и все меня поддерживают, поправляют, если что-то не так. Все эти школы языковые без практики ничего не дают абсолютно. А гамак будет, вот как на той барке он натянут между парусами, между стакселем и гротом он натягивается. Так что летом еще будет гамак. Вообще... Летом, кстати, не жарко. Ты кондиционером пользуешься? Да, здесь, в принципе, на воде, в принципе, не так жарко, как, допустим, в городе. Опять же, от чего здесь греться? Здесь все белое. Там бетона нет, асфальта нет. Я была, допустим, ходила в регату вообще в августе. Это была из Мармариса переход в Чесме. Шли мы 2 недели в августе, то есть в самую-самую жару, можно сказать. Я не скажу, что когда выходишь в море, там иногда даже одеваешься просто, ну, что-то уже хочется на себя накинуть. Врубил кондей, если уж совсем помираешь, можно всегда лечь на диван сюда, в салон и вообще охлаждаться. Сколько тратишь в месяц? 500 евро аренда. Еда на самом деле по-разному. Иногда у меня есть такое, я хочу готовить дома, я там делаю себе какие-то салаты с утра, там смузи. А иногда мне, наоборот, хочется ходить в кафе, в ресторанчики, конечно, тогда трачу больше. Ну, плюс-минус, наверное, 350 евро, мне кажется, в месяц. Ну, какие-то девочкины мои, опять же. Сколько туда уходит? 150 где-то в месяц. Ну вот еще. Булочка еще. Ну, корм где-то 60 евро, паштеты. 60 в месяц? Да, да. Ну и, наверное, все. Одежды я себе особо не покупаю, я не шопоголик. И я очень, люблю откладывать на путешествия. То есть я не трачу все свои деньги, у меня обычно есть какая-то копилочка там, чтобы слетать красиво отдохнуть на Форментере, либо на Майорку. Ну, у меня есть удочка, у меня есть катушки, но я еще не практиковала. Для меня пока прохладно, если честно. На Ибицу у нас ездят ребята. Вот сейчас, кстати, вернулась семейная пара, ты ее подзаснял. Они вернулись с Ибицы, ездили. Заметь, там с маленьким ребенком, с грудничком. Ну, у меня был первый месяц скрытый расход. Я наняла на лодку уборщицу, и она у меня, в общем, накидала салфеток в слив в унитаз. Да, слив тут же забился, и, соответственно, все вот это вот разбирать, это достаточно дорогостоящее удовольствие, это от 50 до 80 евро, чтобы один слив перебрать, да, почистить. Вот, кстати, это еще один такой момент, то, что
Мы здесь в унитаз ничего не кидаем вообще, потому что он забивается на раз-два. Ну, как ты видишь, с животными здесь тоже жить нормально. И очень много людей с собаками. Здесь специальные зоны для выгула собак. Собачников здесь куча. Здесь много живет в Марине котиков. Их специально им покупают корм, их подкармливают. Они тоже все такие толстенькие, довольные. По поводу пожить я уже сказала. Это нужно брать, приезжать, бронировать и жить. Это недорого, это интересный экспириенс, даже если он вам не зайдет вдруг и не понравится. Морской воздух, хорошие соседи, тишина. Опять же, здесь нет вот этого там шума или слышимости, как в городе. Мы сидим здесь тихо, представляешь, как тихо здесь ночью. В любом случае можно попробовать пожить неделю хотя бы, ну, если уж хочешь все нюансы, да, здесь прочувствовать. Кто-то любит пятизвездочные отели, я люблю вон пойти закат посмотреть вместо телевизора. Если дом, то, конечно, я бы хотела свой дом. Квартиру нет. Не. Приехать на выходные на 3 дня арендовать. Просто посмотреть, почилить, погреться на солнышке, выпить хорошего вина, познакомиться с людьми. Я всем рекомендую.